Друзья, у меня, знаете, что в руках? У меня, по-моему, один из самых лучших, у меня, смотрите, сколько, один из самых лучших зарядников Ugreen для, ну, вообще-то даже не знаете, я неправильно сказал, не один из самых лучших зарядников Ugreen, а вообще один из лучших зарядников в авто, при этом на 130 ватт, ну, здесь не только на 100, вот этот вот на 130 ватт, это 100 плюс 30, вот этот вот на 130 ватт, вот этот вот на 69, он немножечко дешевле, да мало того, да еще и с кабелями 100-ваттными, и все это с обзором на канале Технозон. Сейчас мы с вами побеседуем об этом. Начнем, конечно же, с распаковки. Смотрите, у меня есть два варианта 130-ваттных. Объясню. Ну, этот я примял, я его просто отправлял так интересным образом. Мне его пришлось вскрыть немножко и просто-напросто выпустить ушки. Он не помещался в, скажем так, в пакет. Поэтому мы его сделали немножко плотными. То есть есть 130-ваттный такой, есть 130-ваттный такой. Этот просто идет в комплекте с кабелем. Этот идет одиночный плюс кабель, я отдельно заказал, 100-ваттный. А этот 69-очка. То есть 69-очку объясню, для чего вообще брал, потом чуть попозже. Давайте начнем со 130-ваттного. Вот видите, как он идет в комплекте. Кстати, вот этот вот я заказывал на Амазоне. Уж сильно я не поверил в то, что делал вот этот вот 130-ваттный. Здесь у нас он идет в комплекте с кабелем сразу. Это вот удобно. Сейчас я его достану и покажу вам, как он выглядит. Давайте. Просто я 130-ваттным пользовался тем. Смотрите, вот это вот у нас вот такой вот зарядник. С Type-A, Type-C на 100 Вт и Type-C. Ну, мы сейчас рассмотрим, насколько он ватт. Мы, во-первых, мы не просто рассмотрим, мы сейчас замеряем конкретно вот таким вот тестером U2P. Вот он, вот такой вот U2P. Это классный тестер. Ссылка на тестер в описании под видео, чтобы вы поняли. А вообще, слушайте, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Ну и ссылки на проверенных продавцов на эти зарядники, конечно же, лежат в описании под видео. Так вот, чем он интересен? Во-первых, у него есть вентиляция, ну, само собой, 130 ватт подразумевает под собой нагрев. Здесь у нас есть вентиляция по принципу конвекции. Когда вы включаете, он забирает отсюда воздух и выводит, по идее, в эти отверстия. Не знаю, каким образом он это все конвектирует, но что-то у нас должно получиться. Вот таким вот образом вставляется и светится синим огонечком. Смотрите, насколько это прикольно все выглядит. То есть дизайнчик, да, вообще топчик. Почему у меня заказано 3 зарядника? Объясню. Когда я получил первым зарядник, такой, у меня уже есть один, я сначала не поверил. Я думаю, ну блин, чего ж такое-то? Давай заказывать в другом месте. Я заказал и из Китая, и на Амазоне, потому что мне интересна разница в версиях. Но я так понял, что разницы в версиях никакой. Это абсолютно два идентичных зарядника, что на Амазоне, что в Китае. Поэтому можно спокойно брать. Разницы между китайской и европейской версией нет. 69 ватт. Я рекомендую использовать тем, кто не, скажем так, не заряжает ноутбуки. Я его даже не открывал, потому что я, честно вам скажу, заряжаю ноутбук. Смотрите, у меня здесь вот, смотрите, у меня просто здесь Asus, я обычно с собой таскаю в машине. ZenBook 14 и зарядку. Я попробую, кстати, 69-ку. Может, он вытянет Asus мой, но это такой тоже не факт. Смотрите, 69 ватт, ну это значит там, мы с вами сейчас посмотрим, как распределяются эти ватты. И он, по идее, немножечко другой. Он поменьше в некоторых моментах. Смотрите, он поменьше, сам по себе поменьше. Когда вы его включаете, вот, у него просто светодиод отличается от той подсветки, которая есть в 130 ваттках. Смотрите, да, 130 ваттничек, ну вообще симпатичненько, вообще топчик. Ну и плюс здесь охлаждение сделано немножечко по-другому, то есть у нас здесь вот так вот чуть-чуть его меньше. Ну, Ugreen все-таки бренд серьезный, я думаю, что они все правильно рассчитали. Насчет кабелей 100 ваттных, которые здесь поставляются, все знают, что я очень люблю продукцию Ugreen именно в плане кабелей.
100-ваттничек здесь вот такого вот формата, прорезиненный. Он идет такого и отдельно, если заказывать. И тот, который в комплекте к 130-ваттному, он был вот такого вот формата резиновый. То есть он... Сейчас мы его раскрутим, потому что мы на нем будем тестировать. Так, я открутил одну, потому что мне он слишком длинный не надо. Вот таким вот образом сделаем, потому что будет путаться. То есть нормальный 100-ваттный кабель. Смотрите, я кабелечек включаю пока в Type-C, воткнул в 100-ваттный, пускай пока будет так. Смотрим, сколько он стоит на AliExpress. Сейчас, конечно же, распродажа, и стоит он $30. Успеть надо купить, потому что стоит он вообще подороже в нераспродаже. Смотрите, голенький 130-ваттничек стоит 24, с кабелем 100-ваттный, который я советую, стоит 30-очку. 69-очка стоит 18,79, и 33 у нас стоит... А что у нас 33 стоит? Он еще и с кабелем Lightning идет. Если здесь идет у нас Type-C, то здесь идет Type-C на Lightning. То есть на Lightning, само собой, дороже немножко. Ну, у кого iPhone, те поймут. Так, а что же они у нас тут пишут ниже? Ну, тут то, что там зарядников... Ага, вот в чем фишка. Ну, это опциональные модели. Меня заинтересовали некоторые опции, которые здесь есть. На секундочку. Есть у нас Safety Protection. Это защита безопасности. Чуть-чуть позже. 3 порта, само собой. 100 Вт PD, это значит, что на один порт 100-ваттный приходит 100 Вт, на второй порт максимально 30. Это если 2 порта одновременно. Дальше. SPC 22,5 Вт, это для Huawei и тех, которые поддерживают данный стандарт. Мы можем заряжать 3 устройства одновременно на 130 Вт. И здесь у нас есть расписание, как у нас заряжаются одновременно эти 3 устройства, если мы даем, допустим, сочетаем порты. Например, если USB 1, USB 2 и USB 3 подключить одновременно, то у нас будет 100-ваттный плюс 12 Вт плюс 12 Вт. Если C1 и C2, то это 30 Вт плюс 100 Вт, в сумме 130 Вт. USB-C и USB-A это будет 100 Вт плюс 22,5 Вт, максимально 122,5 Вт. И если USB-C и плюс USB-A, то это будет 12 плюс 12 Вт. Вот это вот расписание работы. Здесь вот схематично даже приводится. То есть вы должны понимать, что 130 Вт не на один порт и не на все порты одновременно 100 Вт. То есть тут вы должны для себя это уяснить. Поддержка различных протоколов. PD 3.0.2.0, Quick Charge 4 и 3, Huawei CP-FCP и Galaxy AFC. Это значит, что здесь можно заряжать быстро. Айфоны, Samsung, Huawei и всех тех, кто поддерживает PD и Quick Charge. Вот окенская тема. Ультрастабильный, это значит, что он не выпадает, ну, допустим, на вот этих вот, на спиддампах, короче, на лежачих полицейских, на лежачих полицейских при торможении, при наборе скорости они не выпадают, и плюс на плохой дороге тоже. Видите, у нас обдув, как они говорят. Ну, это, по сути, обыкновенный принцип конвекции. И здесь еще и прикол. Multi-Protection чип. Это, само собой, здесь есть чип, который позволяет безопасно заряжать. Плюс у нас защита от перегрева, от перезарядки. Смотрите, Overcharge, Overheat and Short Circuit Protection. Это значит, что нет короткого замыкания, вернее, защита от короткого замыкания. У нас не будет перезаряда или скажем так, перегрева. Тут еще и знаете, что есть? Trickle Protection. Trickle Protection относится к необязательным вариантам защиты. Это защита аккумулятора вашего устройства. Когда зарядка достигает 80%, то трикл режим просто-напросто берет и активирует умную, скажем так, защиту батареи. Это значит, что остальные 20% он заряжает специальным током. Ну, это я очень простым языком. Видите, здесь даже показано, что он 30 Вт, потом падает до 6 Вт и дозаряжает до 100 Вт нормальным режимом. В принципе, подходит для траков, сувов, каров. Почему 12-24 вольта жрет? Слушайте, нужно проверять. Я, короче, останавливаю запись экрана, беру свой тестер, и мы начинаем. Заведем для начала машину. Мы сейчас включены в 100 Вт. Мы должны посмотреть, какие у нас есть здесь типы зарядок и сколько Вт он показывает базово. Да, ну давай ближе. Читаем.
PD 3.0, 20 вольт, 5 ампер, 100 ватт PPS, Quick Charge 4+. Теперь PD 2.0 поддерживает практически все вольтажи. Apple 5 вольт, 2,4 ампера. Samsung 5 вольт 2.0, BC DCP 5 вольт 1,5 ампера, Quick Charge 2 без 20 вольт и Quick Charge 3 Samsung AFC 9 и 12 вольт и FCP 5 вольт и 9 вольт. Это хорошо. На мощность мы сейчас проверим дальше. Давайте порт Type-C 2 проверять. Type-C хочу посмотреть детально на PD триггере. Сейчас посмотрим. Type-C у нас второй поддерживает 5, 9, 12 вольт, 3, 3 и 2,5 ампера соответственно. То есть мы здесь это тоже должны понимать. Теперь Type-A нам надо проверить. У нас есть кабель Type-A. Как же ж у меня тесно в машине-то, а? Теперь тестируем Type-A на Автодетект. Apple 5 вольт 2,4 ампера. Quick Charge, я так понял, сейчас у нас заведется. Да. Второй, третий. Samsung AFC 9 вольт. Huawei 5 вольт 9, 12 вольт. SCP здесь есть 30 ватт. Опа. То есть вот этот вот средний Type-A порт, это для Huawei подобных устройств будет очень даже ничего. То есть мы с вами видим здесь определенные моменты. Хорошо, давайте проверим, насколько это все у нас берет по мощности. Для этого нам нужен кабель. То есть мы должны с вами проверить заявленную мощность, так как здесь у нас начнем с Type-A, мне прям интересно, Quick Charge 3, и добавляем мощности для того, чтобы мы понимали, сколько ватт мы сможем выдавить. 9, 10, 11, 12, 15, 16 ватт, 16 ватт, сейчас будем повышать вольтаж, 20. По идее, должен 30 ватт держать. 29, 30 ватт. Держит 30 ватт, слушайте. А ну, сколько он максимум сможет держать? 33 ватта, 35, 37, 40 ватт. Слушайте, Quick Charge, ну, вообще третий. А ну-ка, ну, давай. 48. 48 максимально ватт выдержал. Это, в принципе, неплохо. Очень даже неплохо. Знаете, что мне интересно? Мне интересен 100-ваттный порт теперь. В 100-ваттном, смотрите, какие у нас триггеры вывалились. 20 вольт, 5 ампер. Сейчас будем смотреть, что у нас получилось. Так, наша нагрузочка. Переключаем. Мне вот интересно, 100 ватт, это же должен у вас порт, по идее. Для начала это все дело воспринимать. 20 вольт. Ну, давайте, погнали. Смотрим, сколько у нас ватт. 30, 40, 40, 60, 70, 70, 80 ватт. Ребята, мы получаем от машины 100 ватт, походу. Сейчас посмотрим. О, у меня включился 98 ватт. Ребят, мы имеем 98 ватт. Вот это обалдеть, конечно. У меня нагрузка даже включилась, покажи. Нагрузка бедная врубилась, охлаждается, потому что перегрелась. 98 ватт. Пожалуйста, он тянет. В таком варианте я хочу проверить сейчас, как заряжается мой ноутбук. Вообще заряжается ли он от этого действия. Смотрите, ноутбук подключен. Зарядочка идет. То есть я могу с ноутбуком работать. Да, вот он подключен. Вот и все. Вот и все. И работает, и работает. Короче, ноут заряжает. Приятненько, ребятки. С ноутом хорошо. Слушайте, знаете, что хочу проверить? Что у нас напишет мой любимый быстрая зарядка. Быстрая зарядка.
Ну, 100 ватт, это 120-ваттный смартфон, который поддерживает 120 ватт. И вы знаете, в таком варианте мы понимаем, что порты, да, честные. Они заявились о том, что у них честные порты, 100 ватт это все дело держит, ну, само собой, Type-A тоже держит, Type-C второй тоже держит. Это все момент такой проверки. Для меня было важно проверить 100 ватт честных. И сейчас я хочу подключить 69-ваттный адаптер и попробовать, как работает ноутбук. То есть я получал 130-ки, пробовал с ними ноутбук, он все отлично работал. Сейчас я подключу 69-й и посмотрю, что у нас из этого получится. Уж очень интересный момент. Сейчас я хочу еще свой iPhone попробовать от него зарядить, скажем так. От какого лучше вообще? Если я воткну его в 100-ваттный. Но я так понимаю, что iPhone лучше, конечно, Type 2 от Type-C 2 заряжать. Сейчас втыкаем. Заряд идет. Слушайте, он просто заряжает. Серьезно. Это просто-напросто работает. Как вот зарядник просто отличный. Мы 100 ватт тестировали, он вообще холоднючий. Холоднючий. Теперь мы берем 69-ваттный. Секундочку. Так, это у нас два 130-ваттных. Взял 69, берем мой ноутбук, втыкаем зарядник. Да ладно. Он что, вытянет ноут? И ноут не будет ругаться? Нет. Вот, видите, подключен от аккумулятора. Я вот знал, что 69 ватт это все-таки не про этот заряд, не про ноутбук. То есть вот, видите, в чем разница. То есть у вас есть два варианта. 130 ватт. Он может заряжать смартфоны, практически любые с быстрой зарядкой, выдает честных 100 ватт. И вот этот вот более дешевый вариант, если вам не нужны, допустим, 100 ватт для ноутбука, потому что это именно для этого и сделано, что чисто для смартфонов 69 ватт вот так вот с головой хватает. Если вам нужно еще заряжать ноутбук, то это вот этот вот вариант со 130-ваттной зарядкой, ну, тотально 130. Очень интересно на самом-то деле. Мы как бы рекомендуем. Слушайте, ну мы рекомендуем эти два зарядника. 100 честных ватт выдает на своем порту. Вот это было самый важный момент мне проверить. 100 ватточку. 100 ватточку проверили, тягает ноутбук, тягает... ну, допустим, он имеет честные 100 ватт. И 69 ватт это для смартфонов тоже очень классная тема. 60 ватт на порту. И просто-напросто отлично. Слушайте, ну, я честно вам скажу. Bubble рекомендует, канал Технозон рекомендует. Ссылки на проверенных продавцов в описании под видео. Но если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble на канале Технозон. Пока.